Здравствуйте все на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Мне чудесным образом достались образцы мебельной ткани, самые разные. Вот эти образцы, они небольшие, размером 13 на 15, и мне хочется попробовать их в деле. Вот, когда я их отделяла от основы, здесь остались вот такие следы от клея. Я не буду это отрезать, просто при нашивании я буду закрывать этот участок клеевой очередным лоскутом. В качестве основы взяла фланель, к ней очень хорошо прилипает лоскутик. Он туго сдвигается по ткани, вот смотрите, он просто тащит за собой ткань. И, конечно же, это облегчает работу. Также можно использовать отслужившие пеленки, фланелевые халатики. Ну вот, я разложила первый ряд лоскутов. Как оказалось, не обязательно перекрывать клеевой слой. Он здесь достаточно широкий, 2 сантиметра. А просто положить клеевой стороной вниз. Клей здесь, он такой рыхлый, и игла будет свободно проходить через ткань. Я стараюсь говорить погромче, просто есть комментарии, что я говорю тихо. Это всем так кажется? Наложенные лоскутики сколола и теперь под машинку. Пришила лоскуты и в местах соединений пристрочила пряжу в несколько сложений швом зигзаг. Я уже неоднократно использовала такой прием. У меня на канале есть несколько видео, где я показываю и рассказываю, как я это делаю. Например, пристрочила вот здесь долевую, а затем вот эти поперечные, тем самым закрывая концы предыдущей строчки, а после лишние хвостики я срезаю. Ну и дальше очередной ряд я накладываю следующие лоскутики с нахлестом, чтобы они заходили друг на друга. И также я сначала пристрочу, а потом буду уже пришивать пряжу. Я закончила пришивать лоскуты, осталось выровнять края. Отстрочку пряжи я делала в 2 приема, потому что одной прострочки по пряже мне показалось узковато. Ширина зигзага 5 миллиметров, и получается полоска узкая. Я добавила впритык еще полосочку из пряжи, сложив ее в 2 сложения, в 2 нити. И вот такой результат получился. Так мне нравится больше. Кроме того, добавилась ширина, и получилась еще дополнительная жесткость. Выровняла края, и вот эту изнанку надо закрыть. Раньше я обрезала все ниточки, а теперь подумала, зачем? Ведь это останется внутри. Для нижней части, для нижней стороны коврика я вырезала по размеру коврика вот такую ткань. Окантовывать буду косой бейкой. Ширина бейки 4 сантиметра. Это нейлоновый трикотаж. Взяла бежевый цвет, чтобы он перекликался с некоторыми лоскутиками на коврике. Пришивать начну, наложив бейку на лицевую сторону, отступив от угла сантиметров 20. И сострачивать буду, оставив хвостик примерно сантиметров 10. Коврик готов. И вот что хочу сказать, что как ни старайся утилизировать остатки, а они все не убавляются. Взять хотя бы вот эти нитки. Здесь я использовала пряжу для прокладывания этих полос. Сначала было 5 нитей, потом я добавила еще 2. Когда я опускала пряжу под лапку, я ее слегка подкручивала. Это нужно для того, чтобы
нитки не расходились. И клубок практически не изменился в размерах. Вот камера искажает цвет. На самом деле вот эти прямоугольники, они кажутся здесь вот белыми, а на самом деле они бежевые. И весь оттенок коврика, он почему-то синеватый оттенок принял. Пыталась изменить освещение, ничего не меняется. Но поверьте мне на слово, он имеет более приятный такой приглушенный, коричневатый немножко оттенок. Ну и вот коврик в полный рост, что называется. Я его не измеряла, у вас это будет свой размер. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Надеюсь, до скорой встречи. На всякий случай нажмите на колокольчик, поставьте, если не жалко, лайк и пишите комментарии. До свидания.